Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Алексея Арестовича. Это прямой эфир. Сейчас 21:04 на часах. Алексей Николаевич на связи. Приветствую вас. Добрый вечер. Друзья, всем большое спасибо за то, что следите за нашими эфирами. Тем более, что мы вот в прямом эфире вместе с вами будем переживать вот эту бурную историю Ближнего Востока. Но я сразу анонсирую, вот, наверное, там на треть поговорим о Ближнем Востоке. А вот две трети все-таки я хотел бы посвятить украинским делам сегодня и вот этому шулерству, наперстничеству, да, вот этому всему, скажем так, туману, который напускает изрядно зеленая власть зеленизма, оказывается и покушение. В общем, будет очень интересный эфир, поэтому кто как бы уважает эту традицию, заранее поставьте лайк. Также передайте всем своим друзьям, знакомым, вы-то нас сейчас видите. Если кто не видит, пускай меняет страну в настройках Ютуба. И, как говорится, милости просим к нашим беседам. Это всегда очень актуально, остро, свежо и важно. Два слова о формате. QR-код, который вы видите возле меня, это возможность задать вопрос. Мы с них начнем нашу сессию вопросов и ответов. Уже люди привыкли, уже пишут. Причем есть такие интересные вопросы в клубе зрителей Шелеста в телеграм-канале. Тоже такие прям, интересные. Обязательно уделим вам время. Также QR-код возле Алексея Николаевича, это его школа личностного развития, личностного роста, интересные модули и такие вечные темы, да, с вечными ответами на вечные вопросы. Но всегда по-новому и свежо, поэтому переходите, интересуйтесь. Ну и, конечно, участвуйте, да, в опросе чата трансляции на канале Александр Шелест. Он звучит вот таким вот образом. Ввиду всего происходящего и буйства этих красок, кто сейчас боится больше? Варианты ответов. Трамп, Биби, Зеленский, Путин. Вот с этого вопроса я хотел бы и начать, потому что мы видим, что происходит на Ближнем Востоке. Иран отвечает по базам США, США там тоже будут предпринимать уже взрывы в Тегеране. Вот эта вся история на выходных с ударами Трампа и приглашение к миру. И в этом всем, кажется, особенно вот последние пару часов, Украина потеряна больше всего, но в информационном плане. Но кто боится сейчас больше? Как бы вы ответили на этот вопрос? Зеленский. Почему? Потому что для него остаться за бортом и не в центре внимания смерти подобно. Он же живет с хайпа, с хуцпы. Она работает только в одном случае, если ты фигура номер один. Поэтому не исключено, что если Ближний Восток будет увязать, то возникнет какой-то истерический ход, который должен привлечь внимание. Там еще вторжение в какую-нибудь очередную область, что-нибудь там, удар куда-нибудь, да, потому что у кого-то там арестовали, задержали, еще где-нибудь в Украине и прочее, что-нибудь придумать. Какое-нибудь заявление такое, остро и так далее. Артист вянет без аплодисментов, ему тяжело. Он как будто и не живет. А зачем тогда все это? Да, ну, Зеленский поехал к королю, мы это обсудим отдельно. Обычно контакты с британцами ничего хорошего не сулят в плане... Вот это вот оно как раз, да. Сейчас будут перетягивать внимание совместно там с лордами, сэрами, пэрами. Лорды, сэры, пэры, знайте чувство меры. Помните такую хорошую песню? Ну, про сэров-пэров мы отдельно поговорим и про, скажем так, разные операции и планы, в том Мгм. числе и наступлений. И по фронту очень просили пройтись, потому что это тоже будет сегодня, потому что в формате там, Алексея Николаевича это, скажем так, военный дневник. Но давайте с горячего, самого важного. Иран таки отвечает по США. Но нефтетрейдеры не верят, нефть падает, и, собственно, Нью-Йорк Таймс пишет какой-то странный ответ. База в Катаре, которая как бы полупустая, заранее было предупреждение властей Катара. Катар, конечно, вышел, вот вы нарушили нашу там суверенную, ну, суверенные наши границы, воздушные и так далее, будем отвечать согласно международного права. Но все сбили, то есть 6 ракет, все сбили. Это ответ для проформы, для показухи, для внутреннего пользователя и как бы внешняя такая как бы картинка? Или за этим стоит начало вот этого большого краха Ближнего Востока и пучины войны? Что скажете? Смотрите, это приглашение к переговорам.
То же самое было 2 года назад, когда ликвидировали главу спецоперации КСИРа генерала Сулеймани, автора всей гибридной стратегии Ирана, автора-исполнителя. И Иран ограничился ударом по пустым американским базам. Там еле-еле 2 солдат каких-то ранили, заранее предупредив и так далее. Это не война. Это вялое перекидывание ракетами для проформы, для «ну как же ж мы ж ответили, а что вы хотели». Вот, непропорционально совершенно тому, что Израиль и США делают с Ираном в меру технических возможностей, но заодно еще так, чтобы никого, не дай бог, не ранить ни одного американского солдата, а то американцы осерчают, начнут бомбить еще сильнее. Поэтому это больше для сохранения лица, приглашения к переговорам, вот такое вот, да, и так далее. Это глава МИДа всего иранского сегодня у Путина, и там тоже обговариваются, поверьте, не удары по американским войскам, а переговоры. Так а что это будут за переговоры? Ну, где-то будут договариваться, что дальше относительно иранской ядерной программы, там ракетной программы, его действия на американском, израильском направлении, там саудовском и так далее. Искать какой-то разумный компромисс. В принципе, компромисс известен. В мирной программе атомной – да, ядерной – нет. Ну, вернее, военной – нет. Но иранцы говорят, а как же так? Мы же за 2 дня до ударов должны были, уже договорились, что мы так будем переговариваться. Ну, вот, а израильтяне говорят, а у нас есть такая хитрая информация, которую вы там, конечно, найдете на переговоры, но мы уже вам не верим. Ну, вот так вот шутками, прибаутками пошла операция. Но Иран совершенно очевидным образом пока не хочет воевать. Завязываться еще и с США он не хочет. Торговаться хочет, переговариваться хочет, создать сильную позицию, или там, видимо, сильную позицию он хочет. Воевать не хочет точно. Ему Израиля хватает с головой. Но это не значит, что там ветер не переменится в полночь через 2-3 недели. Потенциал у этого конфликта есть аж до крупного регионального ядерного конфликта. Вот. Пойдет ли этим путем, пока никто не хочет. Ну, тут есть определенные... Смотрите, никакой Армузский пролив не перекрыт, там, да, все еще. Хотя разговоров-то было. В 80-е годы во время Ирано-Иракской войны перекрывали аж бегом иранцы. Они полностью были заняты на Иракском фронте, у них были проблемы с Афганистаном, там большую группировку держали на афгано-пакистанской границе. И тем не менее умудрялись воевать с США, перекрывать там, да, с коалицией, перекрывать залив и прочее, прочее. Даже советские корабли участвовали в сопровождении нефтяных танкеров. Советский Союз был заинтересован там, да, в стабильности. Ну, а сейчас, когда у него больше возможностей, они этого не делают. Ну, то есть, это все приглашение к вальсу. Это не война, это не серьезное действие. Нечего бояться пока. Ну, смотрите, тут такой момент очень интересный. Если это все как бы для проформы, ну, у Израиля все серьезно. Там ракеты прилетают серьезные, и судя по... Ну, по Израилю, да. Ну, так это там старая любовь. Режим Аятолл хочет снять сионистский режим хочет снять режим Аятолл, если пользоваться взаимной терминологией. Но у них там все честно. Но у Ирана очень малые технические возможности для того, чтобы всерьез повредить Израиль. То, что сейчас наносится поражение Израилю, это по израильским же расчетам процентов 40 от того, что они ожидали и к чему они готовились. Они были готовы к худшим вещам. Алексей Николаевич, очень интересная перепалка возникла сегодня. Значит, Трамп выходит и говорит, комментирует Медведева, говорит о том, что Медведев бросается словами на букву «Я», ну типа «ядерный». В общем, ну, то есть, и начинает там говорить, что Путин босс, видимо, поэтому, в общем, не надо это бросаться. Дайте мне знать немедленно, если кто-то Ирану поставит ядерные боекомплекты. И начинает хвалиться своим подводным ядерным флотом. Говорит, томагавков 30 штук выпустили, все попало в цель, мы такие мощные. Примечательно, что Зеленских, Зеленском дальше поговорим. Медведев уже ответил на это. Говорит, что касается опасений президента Трампа. Он осуждает удар США по Ирану, он не достиг цели. Однако Россия не намерена поставлять оружие Ирану, потому что, в отличие от Израиля, мы являемся участниками этого договора о нераспространении ядерного оружия. Хорошо знаю, к чему это приведет, поскольку наблюдал за нашими ядерными силами в качестве президента. Но другие страны могут, и это было сказано. И мы определенно не должны спорить, у кого больше ядерного оружия. Тем более, что новый договор СНВ, который я когда-то подписал с президентом США, все еще в силе. Пока. Вопрос в том, что будет дальше. Ну,
Медведев, мы знаем, мог бы и написать и жестче, но то, что заметили Медведева, сначала Венс, потом Трамп, и пошла вот эта дискуссия о договоре нераспространения ядерного оружия, что означает геополитически? То, что Лайкарь сдал назад. Есть такой мем хороший. Смотрите, Медведев никогда не говорит сам. Медведев говорит то, что ему говорят. Но работа такая у него, честно писать, что ему посоветовали. Сегодня день переговоров главы МИДа Ирана с Путиным. Не с главой российского МИДа, а с президентом Российской Федерации. Это значит, что принимаются ключевые решения и формируются ключевые позиции. Одна из веток, все переполошились до некоторой степени, но, во-первых, чтобы придать вес этим переговорам, значение, причем американцы тоже, а во-вторых, потому что, как ни странно, участие России и серьезные договоренности там усиливают американскую позицию. Смотрите, как мы порешали, не только с Ираном, но и с Россией. А второе, одна из веток сценарного планирования по этому конфликту предполагает передачу, как вариант, как вероятность, Ирану ядерного оружия от Пакистана, либо от Китая, либо и от Китая, и от Пакистана. А тогда вечер перестает быть томным, и он может либо шантажировать, либо применить. Это совсем другая история. Если маленький Израиль прилетит ядерное оружие при его там, плотности населения, застройки, то это, конечно, будет очень весело, потому что Израиль ответит же ядерным оружием, и пошло-поехало. Или Израиль ударит ядерным оружием, тогда в таком случае, если передадут, и он узнает, может ударить ядерным оружием, чтобы уничтожить переданное ядерное оружие. Но в любом случае это резкая эскалация. Это один из вариантов, который планируется развитие событий. Все к нему готовятся, соответственно, ограждают себя словами, пытаются заколдовать это все словами. Вот. Поэтому сначала Медведев выходит, ядерную пугалку показывает, потом он отсекает эту ветку, говорит, кто угодно может передать ядерное оружие Ирану, но это точно не будем мы очень ответственные люди. Сигнал получен, как бы все понятно. Но Трамп реагирует, потом, значит, Медведев. Перекличка состоялась, теперь мы знаем, что Россия не передаст Ирану ядерное оружие. По крайней мере, пока. Ну, то есть это, в принципе, дипломатия, да, виток дипломатии. Ну, твиттерная дипломатия, да, послали друг другу сигналы радостно. Они не встречаются, отменили, да, они вот не встречаются лично, но делегации, но вот продолжается вот эта дискуссия. Да, сейчас гораздо проще в Твиттере написать, и все сразу понятно. Наша позиция такая, наша позиция такая. Перекличка произошла, все счастливы. Все обменялись сигналами, все выдыхают. А зачем Трамп ударил по Ирану? Ну, я думаю, что после сколько там 120-130 дней сплошных неудач надо хоть что-то показывать. А здесь все возможность показать относительно безопасно. То есть это не вызвало, видите, тяжелых последствий. 6 ракет по пустой базе, там, ну, это все в настоящий момент, по крайней мере. Не надо втягиваться более масштабно. Мы один раз ударили, все разрушили, вот как мы блестяще все поразили. Вот. И да, маленькая победоносная война, которая длилась 20 минут, в которой американские бомбардировщики находились в пространстве Ирана. На больше он пойти не может и не хочет, видимо, потому что последствия неоднозначны. А вдруг американцы начнут гибнуть? Ему это, когда сейчас стартуют промежуточные выборы в Конгресс, ему совсем не в тему. Вот. А скоро стартуют, ну, фактически они уже там де-факто уже дискуссия, американская политическая жизнь втягивается в эту воронку. Вот. На это безопасно, быстро, коротко, успешно, в кавычках, или без кавычек. Ну, типа, мы молодцы. Да. Вот он заявил, что ядерные объекты, по которым Ирана, по которым США нанесли удары, полностью уничтожены, и все об этом знают. Ну, то есть, молниеносный, короткий успех. Самая быстрая и победоносная война, которую можно было придумать в настоящий момент. Почему так быстро не получается у Трампа в Украине? Потому что Трамп оказался пластилином. Все ожидали, что он всех победит, а он чижика съел. Все ожидали, что он моментально поломает Зеленского и уговорит Путина. Или хотя бы поломает Зеленского. А когда дошло до дела, даже не обнародовали компромат, которого у них выше крыши. И который сотряс бы основы. Слабенькие. Ну, с точки зрения Трампа-миротворца, если просто сравнивать, да, два шага по Ближнему Востоку и по Украине, ну, гораздо проще обнародовать компромат, чем лупить ракетами. В современном мире, чтобы быть миротворцем, нужно быть злее в 10 раз, чем самый злой агрессор.
и решительные, потому что агрессор нападает на кого-то одного, а миротворцу приходится пугать обе стороны конфликта. В случае с Трампом это несколько сторон конфликта сразу. Но, но нет. Ну, это вот его манера. Люди, изучавшие его бизнес-карьеру, говорят, что да, и фильм, там, и автобиографическую книгу, он всегда наезжает. Я повторяю сейчас чужие слова, но как бы ну, он наезжает, а потом, если кто-то прогибается, то ура, не прогибается, он тут же сдает назад. Ну и первый раз он так действовал. Посмотрите на историю с Ким Чен Иром во время первого срока. Поехал, договорился. Когда те не испугались 3 авианосцев, там и всех этих угроз, выяснилось, что договорились на условиях, которые Корее было более выгодны, чем Америке. Все очень просто. Странная вещь. Опять Киев бомбят, прилетают шахеды, на улицах на Троещине кассетная, ну, ПВО, да, то есть Ари-Сти лежит. Это просто легко угадывается, не надо быть военным экспертом, достаточно взять ракету ПВО и посмотреть на фотографии, официально опубликованные в столице. А Зеленского нет, он в поезде. И мчит он в Великобританию. Алексей Николаевич, ну вот смотрите, встретился с королем, встретился со Стармером. Дальше по плану Гаага. Но не в том смысле, которым бы многим бы хотелось, а в смысле того, что там встреча, саммит НАТО, где он неофициально, но как-то будет присутствовать, с кем-то встречаться. Трампа вроде как в программе нет. Почему так получается, что как не обстрел, так вот Зеленского нет? Я предлагаю другой вопрос. Как не обстрел, так Зеленский... Вернее, как не крупное мероприятие, так Зеленский и летит в Британию. Справляться с британцами – это куда более интересный вопрос, мне кажется. Понятно, что у актера, когда меня спрашивают, а кто же, если он актер, то кто режиссер, понятно, кто режиссер. Как бы, да? И где он находится. Скромное обаяние английской буржуазии и аристократии рулит, оказывается. Заметьте, что вдруг вышел не кто-нибудь, а сам Андрей Борисович, знаете Да, ли. в британской «Таймс». Да, и вдруг мы узнали, что Зеленский самый демократичный, одновременно самый лучший, самый стойкий, самый сильный президент за все существование Украины. И, конечно, он будет баллотироваться, конечно, он победит, и это нужно Украине. Вот, и так далее, и так далее. Ну, короче, я не знаю, кому это торгуется, украинцам, британцам, британским лордам, кто во все это верит, но мне кажется, что британские лорды сами попросили сказать, давай скажи что-нибудь хорошее в нашей прессе, нужно прессу под визит создать. Но как бы все понятно. Визит в Британию, вторжение в Курскую область, визит в Британию, еще какая-нибудь хрень. Визит в Британию, сейчас что-нибудь исполнят на саммите НАТО. Или для саммита НАТО и так далее. А что касается там его непопадания на обстрелы, ну, во-первых, они известны заранее, но он надежно защищен, даже от ядерного удара, поверьте мне. Поэтому, как бы, чисто физически. Особо бояться ему нечего. Это случайное совпадение, видимо. То есть он не бегает от обстрелов точно, он надежно защищен. Ну, я просто знаю. Я сам там был. Там очень надежно. Если в конце прошлой недели интервью, ну не интервью, а материал в Политико о Ермаке, такой нелицеприятный, который разносит просто в пух и прах Ермака, как в принципе политика, руководителя, не знаю кого, то есть как фигуру, да, политическую, так точно, вдрызг просто. И там говорили, что кто-то это заказал. Кто-то вот заплатил, потому что сами они такого написать не могли. Там опрошено 14 каких-то чиновников. То, наверное, вот этот материал в The Times, где Ермак говорит, что будет уговаривать его идти на второй срок и вообще, как бы, ну вот, ну, то, как вы описали, то это тоже получается заказуха. Так а кто против кого играет? Смотрите, здесь надо все очень просто и давно понятно, но давайте я еще раз расскажу нашим уважаемым зрителям. Многие говорят, что это война России против Украины. Это не так.
Многие говорят, что это война России против Запада на территории Украины. Это не так. Некоторые говорят, что это война Запада против России с использованием Украины. И даже это не до конца так, хотя все эти утверждения верны. На самом деле это война Британии и Соединенных Штатов руками России и Украины. Вот что это такое. Поэтому Зеленский и Ермак давно выбрали сторону. Там, как бы. А американцы, ну, опубликовали они эту статью, и что? Не пластилиновая. Вся эта администрация Трампа пластилиновая. Во главе с Трампом. Ну, вот вы опубликовали статью «Вы сверхдержава» с невыразимой по объему мощи политической, военной, медийной, спецслужбистской, финансово-мониторинговой и так далее. Но опубликовали вы статью. Ему от этого ни холодно, ни жарко. Он поехал в «Таймс», написал, какой он молодец и какой Зеленский молодец. Все. Все. А вы облизываете британцев, вы рассказываете там про приоритеты, что Британия всегда и так далее. Хотя Британия за последние 120 дней вам столько палок в колеса запихнули вашей политике и вашему миротворчеству, что я просто поражаюсь, да, этому всему. Так что да, если вы будете понимать эту войну как войну Британии против Соединенных Штатов руками России и Украины, вы не очень сильно ошибетесь. Но получается, что, ну вот опять-таки, да, звучит в Таймс самый демократичный президент, хотя вот очередная порция санкций против своих граждан была на выходных. Причем, Но в этом зале нет пустого места. Это значит юмор. Это юмор поднимает флаг. Конкурс капитанов, да. нет, ну давайте просто рассмотрим. Значит, нам какая-то странная пошлость, да, то есть там Дмитрук, депутат народный, который бежал, критикует Зеленского, выступает на каких-то собраниях, закрытых клубах о том, что нужен союз России, Украины и Беларуси в оконцовке. Против него уголовные дела, против него экстрадиция, он судится в Лондоне. Но он попадает под санкции. Это как? Это вот такой, не знаю, пощечина отчаяния, что ли? То есть его никак не достанут из Лондона, ну, достанут хотя бы так. Ну, могли бы пожаловаться в свою любимую Ми-6 или Ми-5 и сказать, как же так, вон у вас там беглые возродители Российской империи прямо по гайд-парку ходят, а вы, что, вы не досматриваете куда-то. Но я думаю, что в британском парламенте, если узнают, что с Дмитрука упал хоть один волос на территории Британии, очень сильно удивятся и начнут задавать вопросы. А как так получается, что против парламентария вводят санкции член парламента? И одновременно, что с ним что-то случается на территории Британии. Это даже для Британии слишком. Где-нибудь за пределами Британии, да, возможно, но на территории Британии это священная корова. Извините, пока, во всяком случае, была. Поэтому он при всей своей антибританскости своей риторики, он благополучно сидит в Британии, Дмитрук, или, по крайней мере, судится в Британии. Ну, и тут возникает вопрос, не хочет ли Андрей Борисович и Владимир Александрович взять пример с Британии в этом отношении? Вы слышали про санкции против члена британского парламента со стороны британского правительства Ее Величества или его, чтобы он не высказывал, какие бы он мысли не высказывал? Там всякое звучит, всякое разное. В том числе по национальным вопросам, острым вопросам, вопросам внешней политики и так далее. Но им как-то не приходит в голову. А этим приходит самым демократичным. Причем эти санкции, вот когда Арестович говорил, ну, какие-то эфиры, да, о вас я в третьем лице говорю, чтобы всем понятно было, что это какой-то элемент какой-то зависти, попадает в список санкций Онищенко, олигарх, который конным спортом занимается, писал на часы Порошенко, книжку выпустил. И, ну, тут как бы за словом в карман не полез и говорит, я 2 миллиона долларов давал на предвыборку Владимира Зеленского. И начинает всем как бы рассказывать смысл этого всего действа. То, что нам недели 4, наверное, назад рассказывали в эфире вы, Алексей Николаевич, что это четко передел имущества, конкретно у того забрать, этого отдать.
Ну, конечно. Но возникает вопрос, если Онищенко давал 2 миллиона долларов, есть много другие люди, которые, получается, тоже давали на власть Зеленского, теперь она их Да. отбирает не по понятиям как-то. Ну, есть такой Игорь Коломойский. Вот у него он особенно много давал на противоборду Зеленского и сидит в Аскольдовом переулке в СИЗО СБУ. Как-то так получилось. Очень опасное дело давать деньги на приход к власти. Потом приходится отвечать за это обычно. Потому что Владимир Ильич Ленин был такой человек. Он объяснил очень быстро, личным примером, показал, что первые, кто становится мишенями новой власти, это те, кто помогали прийти к ней к власти. Оказанная услуга ничего не стоит. Поэтому, да, вот Ленина привели к власти японский и немецкий посол, и с ними что-то случилось сразу в революционном Петрограде. Ну, вот то же самое и здесь. Революция пожирает своих детей. Зеленский попадает в жуткий скандал. Причем, если там удар по Ермаку газетой «Политико» мы обсудили, ну, как удар и удар, да? Ну, какой-то удар, ну, это статья. Удар был бы, если бы ну, было бы конкретное антикоррупционное расследование, или там арест счетов, санкций, начало уголовного дела. Что такое удар? Это слова, ни о чем. Но нечто подобное мусолилось вокруг имени Чернышова, считающегося близким человеком к окружению Зеленского. Это Мгм. фактически его ближний круг. Он вернулся в Украину, сегодня получил подозрение. Ну, семью вывез, сам говорит, мы за честное разбирательство. Смысл того, что, будучи еще министром развития территории, он выделил землю и получил скидку 14 миллионов гривен на квартиры, то есть под застройку. Но это дело подняли, это показали, но Чернышова вернули, хоть писали о том, что он как бы с концами, потому что взялись серьезно. И эту историю сейчас начинают перебивать всеми разными информационными поводами. Скажите, это действительно нам сигнал? Ну вот как вы оцениваете? Да, это сигнал того, что действительно подпекло и стало горячо задница и больно глазам, что это происходит? Пока трудно сказать. Есть соблазн ввалиться в одну из версий и топтаться на этой дорожке. Ну, например, что американцы начали защищать 5-6 эффективных менеджеров Зеленского. Есть другая версия, что Ермак начинает чистить окружение Зеленского, которое ему не нравится. Есть совмещенные версии, есть там еще какие-то версии. Пока что мы видим? Мы видим, что он вернулся, потому что скандал был грандиозный, и, конечно, уговаривали ему всеми возможными способами. Вернуться, чтобы замять, отвлечь и так далее. Второе, что ему НАБУ таки вручила подозрение. Вот. Но как вы думаете, если ему понадобится уехать, он сможет уехать снова? Конечно, в командировку. Поэтому ему можно не бояться особенно. Ну, вручили подозрение. Ну, как бы честное, прозрачное расследование. Благодарю НАБУ, как он написал, за что? За неупереджене ставлення там, и так далее, и так далее. Беспристрастное отношение. Спектакль. Вполне возможно, что сольют. Что с НАБУ договорились, скорее всего, потому что как легко договариваться с НАБУ, вся Украина видит в прямом эфире уже 2 года или 3. Что и с ними договорились, что мы сейчас изобразим страшное пристрашное расследование, а потом окажется, что он не очень виноват, там как-то все так неверно поняли, а виноват кто-нибудь из его подчиненных. Но как жаль, этот подчиненный уже 3 года как сбежал из Украины, выехал еще до войны. Так получилось, что уже не достать. Мы, конечно, постараемся, но оно вот как-то не получается. Но к чему вот эти тогда медиапроявления жесткие? Ну, потому Ну, что создается легенда под наверняка заявление какое-то на саммите НАТО. Скорее всего, готовится заявление на саммите НАТО, и он должен быть одновременно самым демократичным и самым героическим к этому моменту. мгм. Демократичным он понятно почему, потому что вот выборы, а героическим, ну потому что покушались направо и налево на него, на беднягу, но вот еле-еле там правдами, неправдами отползли. Спасли. Пенсионер в Жешуве с FPV-дроном. Вы себе можете, польский пенсионер, это Значит, смотрите, представить? нюанс в том, что покушения на Зеленского действительно были. Не знаю насчет пенсионеров Жешува, но вот те 2 полковника из его охраны, которые были завербованы, таки да,
У них был план, это все абсолютно реально и так далее, и так далее. И был еще один план, когда его должны были поймать в Киеве по прямым прилетам там баллистических ракет, а потом немножко дополировать это место. Про эти два я знаю наверняка. Вопрос не в том, были ли покушения или готовились ли покушения. Вопрос в том, почему о них сейчас заговорили, именно сейчас. Да? А заговорили вот почему. Потому что наверняка готовится что-то на саммите НАТО. Яркое. Вот. Поэтому с его стороны. Или к саммиту НАТО. Ермак же сегодня что еще сказал? Таймс. Это паутина же не последняя операция. У нас в запасе такие приборы, но мы их вам совсем не покажем. Вот где-нибудь к саммиту НАТО они что-нибудь, какую-нибудь паутину 3 там попытаются устроить. Чтобы Зеленский небрежно встал и сказал, ну, мы еще не такое можем. Ребята. Поэтому помните, как в служебном романе с под лошадью лежал Новосельцев и говорил, демократичная вы наша, демократичная, мы вас так любим, где очень глубоко, где-то глубоко в глубине души. Это создание медийного образа, накачка медиа, да, подготовка какой-то диверсии на вот, как сказать, заседания или какого-то яркого выступления, заявления его сопровождающего, решения какого-то яркого. Поэтому как бы понятно, по каким законам они действуют. Законам шоу, телемарафона. Вот. Искать. А почему не работает? Как Как, не работает? Работает. ну как не работает? На кого не работает? На нас с вами не работает. Судя по опросу КМИСа, на 60% работает. Ну, допустим, хорошо, поделим пополам на 30%. Это много. Это реально много. Ну, то есть действительно все хотят потужности? Каждый третий наверняка хочет потужности. Где-то примерно так. 30% очень хочет потужности. Ну, 60 не хочет, да, бывает, но 30, наверное, это много. Обычно это хороший показатель любого правительства, любой организованной демократии. Там на 7-й год правления, даже если это война, то это очень хороший показатель. Так что, да, есть люди, которые в это верят. Да посмотрите, что после каждого обстрела люди пишут. Как бы, да. Но пишут они одно и то же. Развития мысли нет, но, с другой стороны, зачем им развитие мысли? Им нужна поддержка. Я могу вам возразить. После Да? каждого обстрела очередей возле военкоматов не становится. И это писать и бежать в военкомат – это сильно разные вещи. Как бы, да, тут же в украинце борются два человека. Один должен выбежать из хаты и громче всех закричать на улицу про то, как он его еще больше Вот. А другой ему говорит, сиди тихо и не отсвечивай, пока по твоей улице идет ТЦК. Не надо, не надо, не надо, не надо никуда бежать, а никуда не надо вербоваться. А если случайно его ловят в ТЦК или специально, то он, каждый третий из поддерживающих и пойманных быстренько уходит за ЗЧ. Поэтому это очень две разные истории. Кричать про потужность в соцсетях и пойти в военкомат. Да, мы в прямом эфире, друзья. Приходят новости о том, что Иран, Кувейт. Коллективная и индивидуальная карма украинца в его голове очень сильно различается. Значит, это просто держим руку на пульсе. Иран, Мгм. Кувейт и Ирак закрыли свое воздушное пространство. ВВС Израиля заявили о начале ударов по Тегерану. То есть те удары по Тегерану, это не американцы, как там вбросили сразу, подняли самолеты и полетели бомбить Тегеран. Не-не-не, это Израиль. То есть мы понимаем, какая история примерно в самом начале эфира описана, сейчас происходит вокруг вот этого, да, ну, там, операции мести. То есть, ну, если что-то будет происходить во время эфира, обязательно проинформирую. Продолжим об Украине. Алексей Николаевич, вот вы так очень интересно завели тему об украинцах. Марьяна Безуглая, ее военный советник советника Ермака, ну, Подоляка, советник Подоляка по военным вопросам когда-то назвал аутисткой. Но мне А кто кажется, советник Подоляка по военным вопросам?
ну, какой-то военный, там сейчас не хочу рыться фамилию Мгм. называть, он назвал ее аутисткой. Ну, вот у нее справка и так далее. И Мгм. его связывают с подоляком, который, Мгм. ну, в общем, черпает военную информацию, в том числе и от него. Если надо, сейчас найду быстро. То есть это как бы не вопрос. Мгм. Ну, вы к тому, что вы их всех знаете, поэтому вам интересно. Я понял. Сейчас разыщем. Так вот, она сегодня сделала очень два таких ярких выпада. Выпад первый в сторону Тараса Тополи, солиста группы «Антитела», тот, который пел песню про Бахмут, который там концерт в Ялте собирался проводить год назад на День независимости. У него разворотило квартиру от взрывной волны попадания в соседний дом шахеда. Ну вот как-то так. Или герани, как меня тут поправляют военные эксперты, говорят, это уже не шахеды, это герани. Почему? Потому что доработаны. От шахеда там только корпус. Ну хорошо, то есть я не спорю. То есть попала, и у него он выложил трагедия. Она говорит, карма прилетела тебе, Тарас, за то, что ты там такой медийный воин, там донатер, типа служишь. Ну и как бы все возмутились, говорят, что происходит с Безуглой. Она говорит, мол, нормально надо служить, а не вот это вот участвовать во всем, в чем попало. Ну, также прилетело, немножко потрясло, там есть такой Лебига, да, тоже стример, который собирает и донатит. И это все очень сильно бурлит в украинцах. А у меня возникает важный вопрос, очень важный вопрос. Президент вчера встречался с Клименко и обсуждал с ним вопросы подрыва волонтерской идеи в войне. Четвертый год идет войны. И на примере там львовского инвалида, который уехал за границу, ну, это не на ВСУ собирал, себе собирал. Ну, вроде как играл в казино, ну, скажем так, он прикован к креслу, да, и смылся с деньгами, и, в общем, все это как бы, все поразились. И это, мол, типа дошло аж до самого президента. Слушайте, вы очень четко там дали оценку или диагноз украинцам. А что сказать вот в этом, да, аутизме, патриотичном волонтерстве, которое перемешалось за последние там, несколько часов после ночного удара? Да не все там в аутизме. Смотрите, я для себя выделил две вещи. Первое, я 100% вам даю, чтобы если не сказала Марьяна еще неделю назад про вот этих родителей, про 31-летнего вот этого парня, который погиб, будучи там на первом курсе магистратуры, закосивший от армию, то это сказал бы кто-то другой. И, возможно, не один. Кто-то из медийных военных, кто-то там из там, лающих из обслуги ЕС там, и так далее. 100% бы сказали. Марьяна просто как человек высокочувствительный успела ляпнуть это первое. И все, кто собирался это сказать и уже написал, нажимал кнопку Enter, побежали ловить ее, сообразив, что это было бы 100% бы сказали гарантированно. А скорее всего и сказали, поищите там где-то. Но шишки приняла на себя Марьяна. И второе по поводу Тополи тоже бы сказали, но Марьяна тоже спешит принять на себя все шишки. Поэтому без Марьяны это бы заявили, потому что, ну, вы почитаете украинские сказки детские. Мгм. Как там сусіди лають один одного. Вот. Или сядьте с украинцем каким-нибудь, проедетесь в машине. Особенно по проблемным пробочным местам. Вы очень много услышите, как он любит всех своих соотечественников вокруг. Это национальная черта. Раз. Поэтому кто-то обязательно бы что-нибудь сказал. Второе, мне нравится другое явление, когда выползают всякие там камуфлированные клоуны медийные и не медийные начинают: Марьяна, да что ты знаешь про Тополю? Тополя занимался медицинской эвакуацией, работали братья по-настоящему со своим экипажем. Да, И вообще, я уточнил, да. это экс-советник Подоляка в офисе президента Владимир Коваль. Володя Коваль, я понял, да. Ну, Коваль, Хорошо. Коваль, там, Да, правильно да, Коваль да, да. по-украински, ну, может, он Коваль. Хорошо, да. Но он сейчас, да, он сейчас где-то там служит, да, в пресс-службе какого-то медицинского батальона первого, что-то там такое мутное, но парень он хороший, на самом деле. Смотрите, мне нравится выползающий оправдывать там, Бигуса как великого там, пиведронщика, там, Тополю как великого эвакуатора и так далее, и так далее. Такие просоленные мужики в камуфляже,
которая, сурово роняя слова, заявляет в Фейсбуке, что вы знаете о настоящей войне, ребята. И так небрежно через плечо. Да вы знаете, как Тополя, да вы знаете, как там Бигуста, и так далее, и так далее, и так далее. И считают, что явление закрыто, как жанр, что уже нечего обсуждать. Но Марьяна же дело не в Тополе. Марьяна ставит вопрос о чем? Что у нас есть военные, а есть военные, в кавычках. Что есть паны, підпанки и крепаки. Задолбанная пехота, которую убивают в посадках, это одна история, которая не имеет прав, которая в ямах держит, там почему-то умирает в блиндажах от самострелов. Такое явление случается, если не удалось откупиться или договориться. Это одна сторона. Второе. Это питпанки, которые, конечно, там где-то с какими-то экипажами ездят, и кого-то эвакуируют, и в кого-то FPV-дронами прилетают. Но если им вдруг надо, они спокойно едут в Киев или за границу. Отдыхают, пишут интервью там, и так далее, и так далее. И паны. Паны – это отдельная история. Справедливости ради сказать, что есть и другое явление. Например, тот же Олег Ляшко честно служит, говорят. Воюет там без дураков. Ну, хотя, как вы понимаете, и у него есть, если ему сильно понадобится, возможность куда-то поехать, которой нет у обычного солдата. Поэтому она говорит неравномерно. У нас сословия распределены в деле обязанности защиты Родины. А Тополя, фамилия у этого полублатного или блатного, или не Тополя, в данном случае не важно. Там были Бигусы и так далее. А про социальное неравенство. Что касается Марьяны, отсидевшейся в Киеве, ну, поверьте, Марьяна абсолютно безумная в этом смысле. Она бывала в таких местах на фронте и так долго, в окружениях, чуть ли не полуокружениях там и так далее, что она, поверьте, может, есть чем похвастать своей храбростью. Как бы, да, в отличие от многих мальчиков, там, а тем более девочек, она бывала и бывает в самых жопистых местах этого фронта, то она может на равных об этом говорить. Поэтому, когда вся эта толковища, там, толока вылазит в публичное пространство, и они начинают мериться там, кто больше порохом пропах, это выглядит ужасающе. Это вот такая кайдашевая семья в прямом эфире, очень примитивном, на примитивном уровне. Но занимаются же ей, заметьте, не какие-нибудь там сельские хлопцы, які выясняют, кто там кому. Этим занимается ну, депутат парламента. Этим занимаются медийные лица, звезды рок-групп, дилеры общественного мнения и так далее, и так далее. Что, с моей точки зрения, очень много говорит об общем состоянии украинского коллективного бессознательного и уровня, до которого возвысилось оно, это самое бессознательное. Алексей Николаевич, И вот это удручает гораздо больше. удручает лично меня тенденция, это бусификация священников. Ну вот прям уже Ну, это... а избиение священников и ножевые раны священникам, которые в Черкасах наносились, вернее, в Черновцах наносились, меня, например, очень смущает. А еще меня больше смущает, что священников УПЦ можно бусифицировать, а остальные получили бронь, в том числе всякие там странные деноминации, которые даже протестанты не могут, честно говоря, толком определиться, кто они, эти деноминанты. Ну, вот УПЦ у нас плохая, их можно мобилизировать. И вы понимаете, тут же, когда ты мобилизируешь священника, ты понимаешь, ну, как бы на что ты идешь. Да. Когда ты мобилизуешь вот таким вот образом, бусификациями, ну, такими очень жесткими в последнее время, прям очень много, да, это все усилилось, людей, мужиков там, ну, в Ровно, например, на автомойке, он даже говорит, у меня там телефон, ключи, машина открыта, ну, что ж вы делаете, дайте хоть там что-то. Не, все, дальше. И там, А адвокат, которого избили, поломали, да, а его клиент выбросился в окно. Тоже такая история, да? ну, то есть, понимаете, это ведь все, это вот все какой-то кошмарный сон. Но выходит Сырский и говорит, я, в общем, разберусь, все хорошо. И вообще у нас все отлично в армии. Эти моменты мы разрулим, а будем наступать. Потому что вот эта корпусная система нам позволит делать не одно наступление, а несколько. Умножайте потери на 3. А значит, еще больше бусификации. Смотрите, общество не поднялось, когда начали избивать священников и бусифицировать. Ну, только
поднимается народный депутат Дмитрук на защиту и конкретные люди, которые прихожане конкретного храма. Мне интересно, когда возле женщин будут бусики останавливаться, бить их под дых и затягивать машины, бусифицировать, как общество будет реагировать? А ведь это неизбежное следствие. Если объявят мобилизацию женщин, то рано или поздно дойдет до бусификации женщин. Тоже проглотят. Или украинские женки все-таки добьют этот режим, потому что с женщинами шутить опасно. Мужики у нас такие обтекающие, да, а женщин попробуй только этот самый. Тронь по-настоящему. Может и случится женская революция, да. Но если она уже не случится, и общество будет закрывать глаза на то, что женщин бусифицируют, ну, я и так не знаю, чем помочь нынешней Украине, а уж чем помогать тогда, ну, только, я не знаю, белой простыней накрыть, свечку поставить, перекрестить. Вы считаете, что Украине сейчас можно помочь? Я не считаю, что ей можно помочь, но я оставляю время на чудо, возможность на чудо. А когда начнут бусифицировать, если будут бусифицировать женщин такими методами, и общество не поднимется, то ну, только на великое чудо останется надежда. На прямое божественное вмешательство больше не на что. Перейдем к будущим переговорам. Они на этой Мгм. неделе будут, ну, объявлена дата следующего раунда, следующего этапа переговоров. Но им предшествует очень уж интересная история, тема, которая передана и вручена полностью, целиком и полностью министру внутренних дел Клименко. Эта тема с отыгрышем. Я просто помню, мы с вами разговаривали во время только предложения 6000 тел военных украинских передать украинской стороне. Вы тогда четко сказали, что ну пускай передают, пускай если там находят какие-то другие тела, об этом заявляют на весь мир. Ну, слушайте, это сбылось, Алексей Николаевич. Вот сейчас устроили в каком-то музее, там кукла-мотанка, какие-то там экспонаты, разложили на столах какие-то останки, вещи, показывают шевроны, мол, смотрите. Ну, экскурсовод там очень специфический, наряжен в это все белое, да, для похоронных вот этих процессий или там, ну, морговых работников, с респиратором обязательно. Куча прессы, которая без респираторов, без ничего это все снимает. И вот там показывают документы и так далее. Один такой случай. Россия уже четко в пух и прах отбила, ну, по поводу одного из солдат российской армии, которого показали как бы, да, что он там был. Ну и бросила тень, соответственно, на всех других. Какая перспектива у этой кампании? И есть ли задумка путем вот этого хода, да, то есть с телами, не только там успокоить внутри от шока, да, количества потерь, но и сорвать следующий раунд переговоров? Будет ли его срывать украинская сторона? Ну или там, не знаю, может российская? Что вы думаете? Мне не нравятся пляски на телах погибших. Второе. Вот эта мортальность является частью украинского коллективного бессознательного, украинского мифа, к сожалению. И это стало понятно, когда появилась женщина с косой, перерезающая горло раненому российскому солдату. У нас весной 22 лета. Второе. У нас же воспевают мортальность. Любой обстріл – это что? Ой, горюшка, горенька, от як плачуть, ридають батьки, як от загинули діти, як от кот у нас такий, от вся мы замучены и так далее, и так далее. То есть это же воспитывает украинская литература и создает промежуточный миф, который миф абсолютно языческий и целиком замешан на культе смерти. И вообще можно рассматривать как восстание язычества против христианства. Это вот то, что сейчас происходит в Украине, в коллективном бессознательном. Ну, когда это все полбеды, когда с этим, когда правильный центральный сигнал. Но у нас это стало государственная политика. Вот, трупоеды, вот реально. Вот, особенно ЕС этим отличаются, но они заразили всех остальных. Вот, смакование трупов, потери этих самых. Тут буквально в смысле смакование трупов. Приглашают, раскладывают мертвые тела, предлагают в них покопаться. И самим вынести вердикт. Ну,
Или там не давали полякам эксгумировать их тела и гражданских. С торговлей трупами фирменная фишка украинского модуса вивенди, модуса операнди. Я бы предпочел, чтобы Украина находилась на более христианских позициях, но кто я такой, в конце концов? Она находится там, где она находится. Мы можем только с вами констатировать, что все происходящее, мягко говоря, далеко от евангельского духа. И, наверное, Владимир Великий сильно бы удивился, посмотрев на все это. А еще бы удивился Любомир Гузар, еще, наверное, сильно бы удивился Шептицкий на это все глядя. И многие другие авторитетные лица. Все это крайне печально. Это не собирается останавливаться, это усиливается. Это стало частью державной политики. Вот россияне нашли на чем поймать. Они понимают, что любая тема станет трупоедской, а если возвращать тела, то украинская сторона сделает все возможные ошибки. Медийные, символические и так далее, и так далее. Поэтому, да, попытка там, да, вот у нас тут российские солдаты. Ну, слушайте, когда 6 тысяч тел собирают с поля сражения, то вполне может попасть некоторый процент там российских солдат, бывает и такое. Но когда начинают там, вот зайдите пресса, убедитесь, засуньте руку в труп и пошевелите там в его внутренностях и определите, что он гарантированно россиянин, а еще случайно у него из кармана в этот момент выпадет документ, где написано «россиянин» крупными красными буквами, чтобы никто не перепутал, то тут, наверное, уже, конечно, когда Лавров заявил, что Россия против немотивированных ударов по ночам, как это, по странам, и это вообще агрессия, и очень горько, что она исходит из постоянного члена Совета Безопасности ООН, я уже не выдержал, я написал, что человечество все-таки доится, причем не до мышей, а до мышиных блох, а может до вшей этих блох. Но что с российским МИДом, я понимаю. Что с американцами, я понимаю. Правят джентльмены около 70 лет. У них определенные правила игры, въелись под кожу. И чем больше ты наносишь удары, тем больше надо говорить про мир. С этим понятно. Они все там миротворцы. И Трамп стенает, что он ничего не хочет, кроме мира. И Лавров будет рассказывать про мир, да, и так далее во все времена. Но когда это делает 40-летнее, там, 50-летнее украинское руководство, я начинаю думать, а что нам несет это новое, свежее, молодое поколение политиков? Вот. Поэтому, как бы, ну, понимаете, война войной. Но я же 1000 раз говорил, что война – это не адвокат, а прокурор. Она все умножает, все делает только хуже. И есть вещи, которые на войне, и даже особенно на войне, нужно, ну, как-то заносить хвосты, оставлять какое-то людское подобие. И в первую очередь это касается обращения с ранеными и павшими, и пленными. Вот, особенно с павшими, с телами. Ну, потому что мы же сами выбираем способ, которым мы воюем, и цену себе назначаем сами. Когда начинается манкирование мертвыми, принимаем своими же мертвыми. Не принимаем, разоблачаем, приглашаем и так далее, и так далее. Но это вопрос. Мамы тех солдат, которые там лежат в перемешку, и которым пригласили прессу, они вообще в курсе, что делают их с детьми? Это же для кого-то тело, а для кого-то сыночек, которого она рожала, растила, ночами сидела, сопли вытирала, будущее его устраивала, за ручку держала, когда болел, носила на руках, потом переживала все его подростковое, все его взрослое, потом у нее забрали, его пасифицировали, грохнули, тела нет, записали пропавшие без вести в лучшем случае, потом вернули, и маме не отдали, а постелили на стол для того, чтобы вот показать, какая плохая Российская Федерация. А даже если это россиянин, а российская мама не такая. Ну, вы знаете, сегодня в Харькове был случай, за 20 тысяч долларов продавали ребенка. Мама продавала Ну, ребенка другой. мамы всякие бывают, но в основном мамы обычно волнуются за детей, за своих. Поэтому, а даже если не волнуются, ну, как бы есть жена, которая волнуется. Есть там другие родственники, сестры, братья, папа и так далее, и так далее. Поэтому, как бы, мне очень сложно произносить это вслух. Я не люблю банальщину без прибавочной стоимости, но произнесу.
Оно уже, может, и перестало быть банальщиной на общем фоне происходящего. Ну, можно быть жестоким на поле боя, там безжалостно приходится. Но с телами-то что воевать? Переговорам, Алексей Николаевич, неожиданный визит Келлога в Беларусь я хочу, чтобы вы оценили. 6,5 часов, радушие, состав очень интересный, я о нем рассказывал в прямом эфире вчера. Состав, ну, кто был рядом с Лукашенко. Там глава его КГБ, министра иностранных дел нет, есть супруг руководительницы его офиса, ну, Лукашенко имеется в виду. То есть очень специфическая встреча. И сегодня Келлог там, ну, видимо, он долетел, судя по всему, да, и публикует о том, что классно мы поработали. Это Келлог что-то передал Путину через Лукашенко, а вот эти все Тихановские, это все как бы было для, ну, как для ритуала. Да. Вот смотрите, Витков летал к Путину, сразу там освобождали кого-то, там, меняли. А тут вот прилетел Келлог, это впервые за много лет, да, американский высокопоставленный официальный представитель, хоть и по Украине, но официальный, прибывает в Беларусь и имеет вот такое долгое общение. Где здесь мы? Ну, мы украинцы. Вот эти американцы хотят знать, что будет делать Лукашенко в свете наметившихся событий вокруг Беларуси. Недвусмысленным образом это связано с учениями Запад-2025 и дальнейшим направлением, которое приобретет деятельность российских войск на белорусском направлении. Поскольку, очевидно, они опасаются каких-то развития событий в сторону, там, условно, Эстонии, Литвы, Латвии, в сторону Балтии, в сторону Украины, возможно, то они хотят, первое, понять, существуют ли такие планы, второе, какую роль и место видит белорусская сторона в этом, третьим, сделать так, чтобы эти планы не сбылись. А для этого недвумысленную роль играет Лукашенко. Ну, мы понимаем, если Лукашенко прямо выступит всерьез против использования территории Беларуси для нападения на страны Балтии либо Украину, то Путин вряд ли на это пойдет. Найдет, перебросит просто их на другие участки фронта и так далее. Вот. Поэтому это нормализация и восстановление, это и силовики там сидящие, ближний круг, это скорее о вопросах безопасности, нежели о вопросах там, просто нормализации отношений. Поэтому я придерживаюсь той точки зрения, что готовиться надо к худшему, поэтому тогда будешь готов ко всем остальным вариантам. И просчитывать надо худшее. Скорее всего, это к вопросу, куда едет Беларусь, в том, что намечено на август-сентябрь, октябрь этого года. Ну, то есть вы фактически прямо утверждаете, что есть вероятность удара со стороны Беларуси. Я не утверждаю, я говорю о том, что они бы не поехали туда, и не будь на то очень серьезных причин. Поскольку это государство, с территории которого осуществляется военная агрессия России, то есть угроза там, дальнейшего развития этого направления, то это тема номер один. Вряд ли они обсуждали виды на урожай картошки или рецепты драников, да, там обсуждали, правильно? Есть еще одна солидная тема, там калийные удобрения белорусские. Потому что это очень сложная завязка. И Китай очень сильно зависит от российских и белорусских калийных удобрений, и США зависит. В Беларуси есть очень серьезное калийное производство. Там была неприятная история с литовским правительством предыдущим, которое перекрыло белорусам экспорт калийных солей и резко усилила российскую составляющую. Принесла России сверхдоходы и прямое влияние на Китай, страны Африки, Запада. Потому что в России фактически монопольное положение возникло на рынке калина, а без калия ничего не растет вообще. То есть это продовольственная безопасность. Может быть, это обсуждали, может быть, еще что-то. Но вот эти два кричащих вопроса. С Беларусью китайское влияние, безусловно, на Беларусь как систему сдержек. Но думаю, где-то вот такой примерно круг вопросов был. Если они вообще до калия сообразили, потому что качество американских администрации современной и ее уровень ее экспертизы не позволяет соображать, где главное, где второстепенно. Про учения они могут сообразить, а то, что калийная история намного важнее и опаснее, и куда больше влияния дает, не могут. Поэтому о чем-то они там говорили. Угу. Удобрения не мелькали, наверное, все-таки не обсуждали, а я бы обсудил на их месте. Мы уже не можем проиграть, нас не захватили, как обещали, как хотели, как мечтал весь мир.
ни я, нам еще не дали в рот, а может и дали, но мы не проглотили и не проглотим. Это Кирилл Верес, командир полка К-2, с, ну, наверное, по энергетике потужной, но если разобраться, проанализировать не совсем мощной речью. В этом же куске он говорит своего интервью, говорит, для меня война закончится, когда я как пехотный, ну, как командир, да, пехотный, для меня война закончится, когда мои пехотинцы, мои подопечные, они будут погибать, а там уже это уже политически как угодно. Украина не проглотит, Алексей Николаевич? Или Украину не проглотит? Украину не спросят. Какие у Украины реальные рычаги для того, чтобы определять свою послевоенную судьбу? Смотрите, ведь еще ничего серьезного не началось. Нет еще всерьез российского наступления летнее-осеннего. Только медленно разворачивается. И нет еще полного отказа от американской помощи, хотя часть ПВО сдернули и переправили на Ближний Восток. И наверняка и на Рамштайне там особо не проявилась Америка. И, видимо, ну еще, наверное, передают разведданные, там еще что-то и так далее. И американская помощь еще не прекращена. Вот когда она будет прекращена, то есть спустя полгодика будет понятно, там 3-4 месяца, понятно, что такое Украина, там пусть даже с европейской поддержкой. Что она может, чего она не может. Но пока как бы внешнеполитический контур, который питал эту войну, уже разрушен самой главной ее частью в деле американской поддержки. Напоминаю, Россия ведет войну почти самостоятельно. Корейская помощь, китайская является вспомогательной, иранская. А Украина полностью не самостоятельна, и любому самостоятельному развитию она предпочла выклянчивание денег и помощи у Запада. Дипломатической, военной, экономической. Сейчас этот контур разрушен. Американцы не собираются эту помощь оказывать, по крайней мере, в прежних объемах, но еще не до конца разрушены, не до конца сказались последствия. Ну, когда она останется совсем без американской помощи, ну, тогда, например, только с европейской, тогда посмотрим, какие у нас там аргументы, там и все такое, кто там что глотает, кто не глотает и так далее. Ну, я думаю, что не спросят просто. По поводу наступления, очень просили ваш взгляд на происходящее на передовой, чем, собственно, предлагаю сейчас и заняться, потому что, давайте так, приходят новости по состоянию на эту минуту, они приходят, собственно, вот отсюда, давайте так вот снизу начнем. Шевченко, это который на западе Донецкой области, да, вот здесь вот такое очень серьезное продвижение по картам Deep State. Они ну, достаточно широко зашли, получается, Шевченко практически пала. Ну и есть Клещеевка, район Торецка. Вот ситуация на Донбассе вот идет галопом. Это потому, что перебросили все самое боеспособное, чтобы сдержать на Сумском направлении, Алексей Николаевич? Кто знает, как кого куда перебросили. Это потому, что Россия медленно имеет количественное преимущество, медленно приобретает качество. Качественно мы с вами уже обсуждали. Уровень оперативного управления у россиян выше. Уровень скоростей и темпов маневра, переброски сил и средств выше. Но это часть оперативного искусства. Поэтому Украина проигрывает. Это же на линии фронта терпел весь 24 год серьезное поражение. Терпит и сейчас, и будет хуже, потому что неизбежно падает качество украинской пехоты. Вот. Падает оно, потому что каждый третий из нее уходит в СЗЧ, либо ограниченно годный. А те, кто остается, ну, как бы, ну, тоже не терминаторы, скажем. Поэтому мы не знаем, оно треснет завтра или через полгода, но качество ухудшается. Это способ российского, вернее, неизбежное следствие российского способа войны на истощение, который порождает, не так быстро берет фронт. Дело не в быстром взятии Краматорска, а в том, что порождаются общественно-политические процессы, которые ухудшают положение в тылу, настраивают людей против государства, но оно лучше себя настраивает, помогают настраивать. В деле бусификации тоже это работа ТЦК. И неизбежно ухудшает качество военного персонала.
А кроме того, учитывая там преимущества по закошмариванию тыла, по дронам, которые там на фронте вроде как уже выравнивается, и даже где-то, как наши дроноводы говорят, в пользу россиян, плюс несопоставимый уровень оперативного искусства, которого у нас вообще нет, а у них есть, как бы, да, ну, понятно, куда оно все едет. Что касается конкретных начертаний линии фронта, мы можем побарахтаться, там, пройтись по карте по этим селам, но достаточно просто указать направление. Покровская, окружение Покровска, Константиновское, окружение Константиновки с запада, с востока, продвижение, да. То есть, по сути, сейчас задача за россиян создать оперативный балкон на Краматорск-Славянск, соединить фланги группировки, вот, убрать северский выступ, смыкание флангов обеспечить. То, что им не удается уже третий год подряд. И, да не третий, уже четвертый. И поэтому там на Лимане активные бои. И вот Доброполье, там и севернее, там, где Изюм, не Изюм, а этот самый, форсировали Старый Оскол, в Ну, Харьковской Купянск, области, Купянск, да. да, 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 севернее еще, чтобы эта часть создания движения на Изюм для того, чтобы, опять же, решить проблему Краматорской и Славянской и полностью захватить Донецкую область. Все они воспроизводят то, что они сделали в 22 году. Изюмские бои, то все, пятое, десятое. Пытаются воспроизвести. Ну, плюс создание буферной зоны Харьковская, Сумская области. Там это часть у них. Возможно, Сумы будут брать блокаду. Вот. Но политические задачи те же самые. Взятие Донецкой области. Потом Запорожской и Херсонской. Смотрите. Люди слишком забиты видением, мозги, сознание пропаганды. Во что верит украинская пропаганда и бедные украинцы? Что страшный Путин хочет уничтожить и захватить всю Украину. Если вы посмотрите на карту боевых действий, то если цель захвата Украины, то россияне делают все, чтобы эта цель не состоялась. Это да. Почему? Потому что пути снабжения с Запада не перекрыты. И вытянутую с запада на восток страну атаковать только с востока, имея доступ к западным областям через Беларусь, или прямо на столицу и в центр страны из Брянской области, надо быть откровенно сумасшедшими, каковыми россияне не являются. Поэтому можно верить, можно не верить. Хотите верьте телемарафону, но россияне не захватывают всю Украину. Если бы они захватывали всю Украину, они бы сосредотачивали усилия в двух основных местах. Первое – это удар на Киев и южнее по течению Днепра, отсекая левобережную Украину, пройтись вдоль мостов, туда бы развивали. И второе – это удары от Белоруссии на Ровно и на Львов далековато, там опасно уже, да, но как бы в район Ровно сосредоточили бы усилия для того, чтобы перекрыть переброску свободную маневр силами и средствами с запада на восток Украины. С Белоруссии наступали. Ну, вам же сразу Уже возразят, что тут болото, леса, ничего Житомир, там. Ровно и так далее. Это существуют приемы и способы действий, которые позволяли бы это делать, по крайней мере, обозначили бы угрозу, как минимум. А вот там, условно говоря, пройтись от Сум на Нежин и дальше вдоль Днепра, это вот туда вот было бы, вот это направление усилий было бы самым разумным, если бы они даже хотели левобережную Украину захватить, а не только всю Украину. Но они почему-то упрямо действуют способом, который крайне далек от целей захвата даже левобережья, я уже не говорю на захвата всей Украины, и максимально лобовым. То есть прямо в лоб отбирают пяди и крохи, города и веси, тупо наступая с востока на запад, самым невыгодным для себя военным способом. Потому что у них политическая задача – Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская, ровно как было сказано. Что они забирают? Они забирают земли имперского освоения, которые они не считают частью Украины. Путин, когда выступал позавчера на Петербургском форуме, он сказал, для нас вся Украина наша. Но он имел в виду символический капитал, исторический капитал, потому что украинцы и россияне один народ. Но он же сказал, что мы никогда не возражали для того, чтобы эта часть русского народа, да, нашего народа, имела отдельную государственность. В конце концов, арабов 19 государственностей. А у бритов, там, англосаксов 7 государственностей. Или сколько? Как считать? Разных государственных образований, при этом символический капитал один. Поэтому
исторический, символический, да и национальный. Поэтому, ну, чтобы не утверждал телемарафон, война щадящая, война максимально невыгодная для России, ведется максимально невыгодным способом и преследует ровно те цели, которые заявляет Путин. И мой прогноз насчет 3 Украин подтверждается. Таким способом можно отвоевать только земли имперского освоения, восток-юг, оставить центральную некую нейтральную Украину под новым названием условно Киевская Русь и отделить ее от запада Украины, которая там приобретет какие-то формы, наверное, и которая Российской Федерации на данном этапе не нужна. Ни для каких внешнеполитических целей, и даже лучше сосредоточить там вот это все денацифицированное и недомилитаризированное. И держать просто, зажать между Европой, там условно Польшей, Словакией и Венгрией. И если будет плохо себя вести, сосредоточить на этих территориях, этих 5 западных областей, там всю мощь российских средств воздушного нападения, если плохо себя ведут. Поэтому вот такой примерно план, я думаю. Рассчитан он на годы. Рано или поздно они будут идти к этому, и рано или поздно дойдут, или как-то можно получить промежуточные результаты, переговариваясь на переговорах, но для этого надо разумно себя вести, ставить разумные цели. Ключ с нашей стороны, опять же, это не усиление босификации, не призыв женщин, не создание армейских корпусов. Это все в мертвом припарке, и надо было делать это 3 года назад. Сейчас тоже не помешает, но они не решают. А изменение характера украинской государственности и главного вектора ее внутренней и внешней политики. Вот только это может спасти Украину. В противном случае она будет ликвидирована в том виде, в котором она есть. Ее уже сейчас нету и никогда не будет. Но здесь вина украинских властей и всей политики, которую они проводили за все это время. И только потом реакция несчастной Российской Федерации, которая очень долго соображала, 15 лет предупреждала, как могла, и очень нехотя начала эту операцию. Вот. Поэтому вот так оно выглядит на самом деле. Если воевать с Украиной на отбор хотя бы левобережья, то сосредоточение направления главных усилий, повторюсь, вовсе не с запада на восток, не с востока на запад, линейное, самое невыгодное с этой точки зрения. Поэтому, когда рассказывают, что Путин хочет захватить всю Украину, уничтожить великую свободолюбивую нацию, запретить украинский язык, то вы посмотрите на карту поля боя. Но это точно не про захват даже левобережной Украины. Возможно, они к нему перейдут, но сейчас точно нет. И честно пытаются решить политическую задачу захвата Донецкой области. Изо всех сил стараются. Но потом Запорожская. Я уже не знаю, как они будут переходить на правый берег там и захватывать Херсонскую в той части, которая на правом берегу. Захватывать и удерживать это очень невыгодно. Но, возможно, эту часть они будут считать оккупированной, хотя и принадлежащей Российской Федерации по их конституции, как они считают. А пока, да, в лоб тупо с востока на запад там пытаются взять эту Донецкую область. Вот и все. Если смотреть своими глазами, как один мой сказал, товарищ, начальство видит то, что им хочется, а я вижу то, что есть. Так вот, так как они воюют, это даже не про захват левобережья, не то, что все Украина. Да, друзья, давайте перейдем к нашей любимой рубрике. Я очень благодарен, что вы смотрите, ставьте лайки. 24 тысячи, почти 25 на канале Александра Шелест, 36 тысяч на канале Алексея Арестовича. Поставьте, пожалуйста, лайк и отметьтесь комментарием, да, хорошим, добрым комментарием. Подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Тут, в принципе, все как бы в одну калитку, но есть такие интересности. Кто сейчас боится больше? 4% Путин, 12% Трамп, 13% Биби, ну, Нетаньяху имеется в виду, и 70% Зеленский. Все, видите, как в унисон, 70%, что Зеленский боится. Хороший результат, да, вот прям сначала согласились с вами, зрители, и вот прошли, так сказать, аж до самого конца. Более 17 тысяч голосов у меня на канале мы собрали и получили. Значит, какой формат сейчас общения? Мы пройдемся по вопросам, Алексей Николаевич, прошу лаконично, потому что вопросов очень много. Значит, сначала идет те сообщения, которые там по QR-коду вы прислали сразу же, да, потом клуб зрителей Шелеста, сообщество YouTube и чаты Александр Шелест и Алексей Арестович. Всего так порционно, по чуть-чуть, на все вопросы ответить нет возможности, но будем стараться. Что ж, поехали.
И начнем, скажем так, с вопросов, которые пришли на протяжении эфира, не заблаговременных, а вот прям во время эфира, собственно, по QR-коду. Ну, Мария Лепитова не без этого, говорит, пламенно обнимаю Алексея. Алексей, Алеша, ты мне лично нужен, с любовью. Хочу ваш проект, пятый проект. В общем, благодарит вас, пользователя Мария. Это всегда очень приятно. Олег Шуляк. Алексей, как вы видите возможность светлого будущего, третьей силы, пятого проекта или мира полудня при сохранении капитализма? Как вы представляете создание и прогресс в системе в базовых правилах, которые прошиты прибыль и эксплуатация? Вот такой В вопрос от Олега. 2050 году будет какая-то система новая, и она точно не будет полудня. Видимо, не на нашем веку. То есть 50-й год, туда надо Да, смотреть. капитализмом тоже не будет, будет что-то уже другое совсем, да, но полдня тоже, наверное, не будет. А Украина будет? Не будет, скорее всего. По крайней мере, в том виде, в котором она сейчас, ее не будет. Ее не будет уже к 32-му. Да и уже нет, так что здесь можно не переживать. Вадим Маршал с Винницы спрашивает. Мир вашему дому. Прошел ровно год с саммита мира, июня 24-го, масштабного международного события с флагами, камерами, пафосными речами. Мира, как видим, не прибавилось. Это было осознанное геополитическое пиар-фуфло для галочки? Или кто-то всерьез воспринимал этот спектакль? Нет, осознанное геополитическое фуфло для галочки. Майкл или Михаэль, в общем, вопрос Алексею. Какую лекцию или семинары в вашей школе помогут в ситуации, когда понимаешь, что больше не можешь дальше работать на старом месте, в скобочках IT, а определенности с новым направлением нет? Как правильно и качественно слушать себя, чтобы найти этот вектор? У меня сейчас 2 месяца отдыха без работы. Я хочу сделать правильный выбор, который сделает мою жизнь лучше. Ну, любой. 3 июля начинается искусство мыслить. Это искусство гасить вражеские голоса в своей голове и не становиться жертвой телемарафона, а думать самому. Но если вам интересно, приходите, возможно, вы совершенно иначе увидите себя и свою ситуацию. QR-код возле Алексея Николаевича и ссылки, ну, в общем, есть в доступе, поэтому переходите, интересуйтесь. Ростислав, почему, если все ясно, кто это все мутит, их никто не наказывает? Как простому человеку помочь в Украине? Как простому человеку помочь Украине, как остановить войну, как сделать Украину процветающей страной? Никак. В том варианте, в котором она есть, с той государственной идеей, которая заложена общественно, она не может стать процветающей страной ни в каком варианте. Она будет все время воспроизводить одну и ту же схему. По нам все, бедным ничего. Ну и постоянно будет воевать с соседями, в частности, с Российской Федерацией. Но такой Украины перспектив нет никаких. И не будет. Вам ни на что не наводит, что за 100 лет трижды повторяется один и тот же сценарий, как под копирку, по одним и тем же схемам. С чего бы ему поменяться? Почему, если все понятно, кто мутит, никого не наказывают? Ну, идите, накажите, попробуйте. Как вы накажете в воюющей стране тех, кто это мутит? А по-хорошему вам надо добраться до Лондона. Сможете и наказать там всех? А почему Россия не наказывает Лондон? Ну, в каком смысле? Мы же не знаем, где именно и какие английские интересы ущемлены Российской Федерации. Во-вторых, Российская Федерация, она как бы не про наказание Лондона сегодня. Она про забрать свое. Как бы в стадии сосредоточения земель исторических. А там воевать с Британской империей в пользу российской, так они еще не поставили вопрос о Российской империи. Вот когда поставят, тогда станет не до Лондона. Тогда и до Лондона станет. Лондон, заметьте, давно поставил. Задача Лондона, чтобы не возникла новая Российская империя. Но Россия сама не ставит вопрос о новой Российской империи, а при этом имели до схватки с Лондоном. Когда станет, начнется большая игра 3, с которой британцы уже играют, а россияне почему-то нет. Владимир Стана
Ну, вот так себя характеризовал. Здравствуйте, Алексей. Значит, смотрю вас с 23 года. Пишет, что два вопроса, ну, попал один. Давайте тогда ему уделим внимание. В вашем видео к годовщине Майдана от 2015 года вы сказали, что Россия — это страна без собственной истории. Вся история придумана немецкими профессорами и искусственно присажена на украинскую почву. Россия — улус Золотой Орды. Раскол пополам неизбежен для России. Вы желаете смерти исторической субъектности России. Придерживаетесь ли вы до сих пор такой точки зрения? Да. Историческая Россия, как историческая Украина и историческая Беларусь – это три неудавшихся полуфабриката. И им надо умереть, чтобы стать чем-то другим, что фактически неизбежно в том или ином варианте. А вот чем они станут к 50-му там уже году, к 35-му, мы и посмотрим с вами. Но пока это три неудавшихся проекта. И вот этот День России, 12 июня, сначала независимости от чего-то, а потом День России, который никак не удается наполнить символическим содержанием, лишний раз показывает, что Россия современная – это недоумение даже для самих россиян. Они не понимают, что они празднуют в этот день. Россия – это потенциально зародыш чего-то намного большего, чем она есть. И пока россияне верят в Россию, они придают целостность, которая стоит выше России, выше Белоруссии, выше Украины. Условная мета-цивилизация Руси. Вот так бы я сказал. А, Поэтому Россия, Украина и Беларусь – это то, что должно быть преодолено. мгм. Всеволод Деточка. Добрый вечер, меня зовут Всеволод, 25 лет. Вопрос к Алексею. Как вы считаете, когда произошел слом, после которого людей, говорящих правду, начали считать врагами, предателями, а тех, кто льстит и усыпляет, разлагает, друзьями? И еще мне кажется, что такую броню, как тупость, словами и смыслами пробить нереально. Я думаю, что тупость можно сломать только через жадность. И очень сильно удивляюсь, как наш украинский народ винит всех вокруг, что все плохие и нас унижают, но не принимают проблему в собственной тупости. Выйти на Майдан в 2004 году против Януковича, через 4 года проголосовать за Януковича, выгнать Януковича, проголосовать за министра, который был при Януковиче, а потом за чувака, который снял сериал, и вообще непонятно, кто спонсировал этот сериал. Но формально мы имеем дату даже. 399 год до нашей эры. Это год суда над Сократом в Афинах. Когда человека, говорящего на правду, большинством признали виновным, да, и казнили. Вот тогда и началось. Хороший ответ, красиво. Ну, про Януковича респект вам, Всеволод, это да, это супер. Плюс еще у руля сейчас те, кто был при Януковиче, которого выгоняли 2 раза, да? Ай, Артем Бондаренко. Алексей, вы говорите про землянку УПА и навязанную идеологию. Согласен, но кто эти люди и как им удалось повлиять, что миллионы и власть приняли эту идеологию? А у них нет собственных идей, чтобы не... Это самая агрессивная идеология, а кроме того, она в резонансе. Здесь повторю Павла Щелина, что как вы корабль назовете, так он и поплывет. У имени есть власть. За этим логосом что-то стоит. Если вы назвали его Украина, то как бы те, кто называет себя украинцами, более кричит «Украина понад все», они попадают в резонанс этой истории, и они как бы вечно правы, они вечный отцы-основатель. А чтобы этому что-то противопоставить, нужно что-то делать с названием «Украина» из центральной идеи, вложенной в основу государства. А кто у нас такие мыслители или исполнители? Вот и все. Зеленский, да, замахнулся на другое, но он же предал своих избирателей, развернулся на 180 и лег под вот эту Украину понад все. Ну, все. Эдуард Г. спрашивает, в силу закапсулирования ситуации в Украине в круге ненависти, имеется ли шанс дать течению этой ситуации, приведя ее к завершению и возвращению к созиданию и любви? Если да, то как? Смотрите, к завершению оно придет автоматически. А вот придет ли оно к созиданию любви, это очень большой вопрос. Надо очень сильно стараться. В нынешнем ее варианте, в варианте государственной общественной идеи, вложенной в Украину, сейчас она не придет ни к чему, кроме гибели и развала. А вот что после этого, ну, возможно, на любви удастся построить, посмотрим. В Кишиневе засели сарасятские силы, кураторы которых ведут Молдову по сценарию Украины. По сути, Украина 2:0. Как вы оцениваете вероятность войны в Молдове в ближайшие 2-3 года? Макрон убьет Молдову? Пользователь, благодетель спрашивает. Смотрите, Молдова под присмотром Румынии.
Румыния в ЕС и НАТО. У Молдовы гораздо лучшая ситуация, чем у Украины. У Украины не нашлось папы. Ни в ЕС, ни в НАТО. А у Молдовы есть папа, который присматривается. В свое время для Румынии Франция была папой. Вообще в ЕС и НАТО, как и в любые другие организации международные, вступают только те, у которых есть протектор очень хороший. Я не думаю, что с Молдовой грозит особенные беды. Тем более, что по некоторым, по смыслу образованию, Молдова тупиковая вещь для российского вектора. А если им нужны Балканы, то у России есть Сербия, а от Молдовы до Балкан очень далеко. Поэтому их куда больше сейчас Балтика интересует. Потом, возможно, заинтересует Центральная Азия после Украины. Ну, Молдова вряд ли. Россияне имеют определяющее влияние на ситуацию в Молдове, могли бы там наделать куда большего шороха во время крайних выборов, например, тех же. Но не пошли на это. Это не приоритет у них сейчас. Мгм. И в ближайшее время не будет приоритет. Клуб зрителей Шелеста. Александр, добрый вечер. Спросите, пожалуйста, у пана Арестовича. Он все так же поддерживает Леди Би? Это так безуглую меня называют. Конечно, не сомневаюсь, что она хочет всего лучшего для Украины, но разве так можно обращаться со своим народом? Друзья мои, вы сколько меня лет наблюдаете и до сих пор не поняли самого важного. Я вообще никого не поддерживаю, кроме себя. Я вам говорю, что я думаю по поводу Безуглой. То же самое. Вот и все. С чего вы взяли, что я его поддерживаю? Я никого не поддерживаю. Я поддерживаю только Алексея Арестовича. И то не всегда. Иногда даже он мне не нравится. Я явно хочу ему высказать все, что я про него думаю. Так, ой, какой вопрос. Мгм. Так, Александр. Очень любопытная биография у вашего гостя. Давно хотели поинтересоваться, как Арестович относится к Дугину, пресс-конференцию 2005 года трудно забыть, поддерживает ли Алексей с ним отношения. Еще очень любопытно, как ваш гость относится к Суркову. Есть несколько человек в России, в том числе среди ваших гостей, которые вашего гостя к движению «Наши». Это проект «Единой России», «Молодежное крыло» раньше. Также форум «Селигер» и так далее. Арестович был причастен к формированию пропутинской пропагандистской и социальной политики России. Закладывал во многом ее основы, можно сказать, здесь. Селигер вообще не был незабываемым. Общается ли с Сурковым сегодня? Как к нему относится? Очень надеюсь получить ответы на поставленные вопросы. Они очень интересные, но их почему-то никто не задает. Благодарю заранее за ответы. Хорошего вечера. К Дугину отношусь с интересом. Он очень интересное явление. На философском идеологическом поприще встречался один раз в Москве в феврале 2005 года. С Сурковым ни разу не встречался, не разговаривал. На Селигере не был. Никаких основ российских не формировал, тем более таких. Если бы я формировал российские основы, поверьте, они были бы намного умнее и эффективнее, чем напридумывал Сурков и все, что они там напридумывали с этими нашими, не нашими и прочим. Когда вы считаете, что я в это вкладывался, вы меня оскорбляете. Я бы такой тупости не сделал бы. Я бы сделал куда более интересное, драйвовое, движовое, если бы я этим занимался. Мгм. Сообщество YouTube. Вопросы, которые люди писали заблаговременно. Синяя борода. А, Так что, запал спасения Украины утрачивает свой природный огонь? Люди уже не хотят, а власть еще гонит их штыками? Как тут быть? Спасибо. Ну, какие-то люди хотят. Какие-то люди храбро задаются вопросами, которыми надо было бы задаваться года 3 назад еще. Надеяться на армейские корпуса, на какую-то борьбу с шахедами, там что-то как-то планируют, когда военное производство. Люди стараются. Почему? Полно народа, которые что-то там верят. И Сырский, он верит в контрнаступление, или, по крайней мере, говорит об этом армейскими корпусами, что мы остановим Россию, там, победим и так далее. Вы выбираете сторону. Каждый выбирает, что он свидетельствует. Мгм. Добрый вечер. У меня вопрос к Алексею. Вот вы любите соглашаться с Павлом Щелиным. А не кажется ли вам, что христианство в своем роде тоже гностическая идея о воспитании идеального человека, соблюдающего заповеди, как и марксизм с коммунизмом? Не потому ли церковь раскалывалась, что другие видели, как монахи и попы не по заповедям живут? Английский писатель Мап так описывал отделение церкви Англии от католической церкви. Правилен ли путь старых идей, которые предлагает, ну, в том числе Павел?
Ну, во-первых, я далеко не во всем согласен с Павлом, хотя очень сильно его поддерживаю во многих вещах. Мы с ним дискутируем заочно, видите, через Сашу хотя бы. Спорим, не соглашаемся. Второе. Церковь – это люди. По факту того, что вы стали священником, вы не стали идеальным. Это труд ежедневный и рассчитан на всю жизнь и после жизни. И как же тот же, цитируя того же Пашу, баобабы своих грехов надо выдергивать каждый день, пропалывать. А не просто зашел в церковь и сразу стал идеальным по факту рукоположения или по факту того, что ты сходил на литургии. Вот. Люди притаскивают в церковь все свои недостатки. Это как Мгм. Библия. 100% написано Богом, 100% человеком. От Бога там все, что про спасение, от человека там все ошибки, в том числе анахронизмы, в том числе неточности географические, исторические и так далее, и так далее. Ну вот и все. Это большой разговор. Да. Если хотите, можем записать передачу отдельно по теологии. Я вам выскажу свою точку зрения, но чтобы упаковать это в один короткий ответ во время блица, сложновато. Нет, Все, понятно, что, я конечно. скажу так, все, что хорошего есть в церкви и от религии, все от Бога, а все, что плохого от людей. Это да. Вопрос к Алексею Арестовичу. Есть ли хоть какая-то вероятность заключения мира на условиях, что ВСУ без боев покинут территории, озвученные Россией? Вы наверняка знаете, как к этому относятся военные Украины. Есть ли шанс? Военные все разные. Есть, которые кричат никогда до последнего, есть, которые, Господи, скорее бы это все закончилось. Это политическое руководство, военные с этим ничего не сделают. Шанс есть очень малый после крупного поражения и невозможности продолжать военное сопротивление. Да, украинские власти, неважно, кто был, какая у них будет фамилия, смогут, наверное, на это пойти, но для этого нужно крупное военное поражение. Да, и возможность продолжать сопротивление по внутренним или внешним причинам. Внешнее – это отсутствие поддержки, например, ресурса, а внутреннее – это, например, бунты против ТЦК, там несогласие народное и всякое. Что Мгм. далеко не маловероятный сценарий, кстати. В какие-то разумные сроки, там до годика, до полутора, до двух. Значит, мгм. Ну, тут, кстати, сразу и Анна вспоминает вопрос, ну, в вопросе, и другой пользователь, дроп, в общем, дроп какой-то, по поводу интервью Джеффри Сакса. Значит, все забывают речь Джеффри Сакса, пишет Анна в Европарламенте. Он вспомнил о недовольстве Нетаньяху Ираком, и сразу после этого весь мир увидел пробирку, якобы с химическим оружием. В итоге война в Ираке, миллион жертв и так далее. В общем, преступление, которого никто не понесет наказание. Вы не думаете, что история теперь уже якобы с атомным оружием вновь повторилась? Ну, пробирка Колина Пауэлла. У нас нет объективных данных, чтобы судить об этом. Может, и повторилось. По крайней мере, медийно она оформлена точно так же. Машут пробиркой и кричат, вот страшное оружие. Но смотрите, та же Тулси Габбард заявила, что глава разведки, что не все так однозначно, после чего я обругал ее работодатель Дональд Трамп. Поэтому Америка, слава богу, страна, в которой всегда найдутся люди, которые не смолчат, скажут. Узнаем много интересного. Джеффри Саксу я отношусь с огромным уважением, и очень многие тезисы его разделяю. Ну, главный тезис, что Украину наняли для войны с Россией, так это 100%. А мы, дурачки, повелись. Вот мне нравятся вопросы, они такие разные, такие классные. Вот, пожалуйста, да, вот почему никто не меняет областных глав СБУ? Ведь многие из них прикрывают местный криминал и подминают под себя местных политиков, бизнесменов еще с конца нулевых. И они были готовы поддержать Россию в 2022 году. Так почему нет реальной борьбы с предателями? Ну, для того, чтобы бороться с предателями, надо половину офиса поменять для начала. Но этого тоже почему-то не происходит. Как вы думаете, почему? Ну, такое сделаем. Интригу сделаем. А, Значит,
Ну, я, кстати, очень рад, очень много таких концептуальных вопросов. Давайте еще один концептуальный и к чатам. Вопрос по будущему. О какой такой широкой Украине идет речь, если нацменьшинство активно уничтожает нашу родную историю, культуру, память, язык? Гипотетически, даже если завтра все замрет, не лучше ли уже сейчас готовиться к тому, чтобы жить нормальным людям, а нации в одном государстве и нация в одном государстве просто невозможно. Нации всегда будут стараться уничтожить все и всех нетитульных. Подобно как прийти к брату, наплевать ему в лицо, оскорбить жену детей, а потом сделать вид, что ничего не произошло, и давайте жить мирно дальше. Это так работает логика? Не кажется ли, что точку невозврата мы проскочили уже года 2 назад? Что вы говорите? А почему буряты до сих пор не уничтожили ингушей? Или россияне не уничтожили ингушей, бурятов и якутов? Ну, русские. Почему в Беларуси не уничтожены все поляки? Почему в Валлонции не уничтожили фламандцев в Бельгии или наоборот? До сих пор. Как-то так. А французы не вырезали всех корсиканцев, а итальянцы всех сардинцев. И до сих пор почему-то в Испании существует Каталония. Да, ну вот как-то так вот. И баски, и страна басков существует. Мгм. А, Чат. Сначала Александр Шелест, потом Алексей Арестович. Вопрос Алексею. Сможете ли вы баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский лишит вас гражданства? Вообще, конечно, все так, знаете, забыли об этом законе о множественном гражданстве, а там же есть реальный механизм, если ты не поддерживаешь или противоречишь интересам Украины, у тебя паспорт могут забрать. Я думаю, что будет так. Они померяют реальный рейтинг. Если он хоть что-нибудь, хоть какую-то парламентскую угрозу будет нести, меня обязательно лишат гражданства и не допустят к выборам. Это как бы понятное дело. А вот второе. Я ничего не смогу с этим сделать. Да. Третье. Для того, чтобы я смог прийти в украинскую власть и что-то сделать, с Украиной что-то должно произойти фундаментально. То есть она должна сменить характер государственности. И в этом варианте я могу быть, в варианте нынешней Украины, а особенно если она закончит войну и пойдет реваншистским путем, ну, то есть давайте переиграем войну, я могу быть главой, ну, даже не главой, а часть маленькой возглавить оппозиционную партию, скорее всего, и где-нибудь быть убитым, там, если не четвертым, то пятым FPV, который влетит в окно моей машины. Вот. Не то чтобы жалко, или там я сильно боюсь, но, говорят, мертвые не могут реформировать и участвовать в политике. У них не получается. Поэтому возникает некоторым образом противоречие. Если Украина сменит характер, например, ужаснется тому, что она натворила результатом этой войны и захочет какого-то другой проектности, вот тогда у меня появляются все шансы, в том числе на самую высокую должность, и чуть ли я вообще оказываюсь не безальтернативной фигурой. Ну, по крайней мере, с очень большими шансами. Поэтому вопрос не во мне, вопрос даже не в лишении меня гражданства. Вопрос в том, захочет ли Украина, будет ли в Украине заказ на смену проектности. А если будет заказ на смену проектности, поверьте, лишение гражданства – это не проблема, потому что там будет решать все политическая целесообразность. Очень быстренько все вернут гражданство, зарегистрируют на выборах и так далее. Но если будет запрос на смену проектности, а если не будет, я благополучно поживу здесь на яхте с омарами еще несколько лет, хоть 5, хоть 7. Этот запрос рано или поздно возникнет. Что-то с этой территорией будет происходить. Не сейчас, так в 32-м. Мне спешить некуда. Мгм. Щучьи щечки пользователь. Алексей, вы посетите Донецк? Ну, когда-нибудь, я надеюсь, посещу. Я даже надеюсь кофе попить в Ялте на Красной площади когда-нибудь, как обещал. А, Что с Казахстаном? Будет то же самое, что с Украиной, спрашивает Нет, не пользователь. будет. Не будет. Казахстан, как и все республики Центральной Азии, у которых, кстати, шансов на конфликты внутренние и внешние было гораздо больше, чем у Украины, зашли в такую экспортную и инфраструктурную, экспортно-импортную и инфраструктурную стратегию, что очень многие сильные мира сего, от держав до корпораций, крайне заинтересованы в стабильности в Центральной Азии. И заметьте, несмотря на то, что она проперта Афганистаном, несмотря на множество внутренних конфликтов, там относительный покой и порядок все эти годы. Хотя когда-то, в начале 90-х, их рисовали как самый взрывоопасный регион в мире. Да.
Но они предприняли разумную стратегию, и теперь очень много от Шелла до Си Цзиньпиня заинтересованы, чтобы там был мир, покой и порядок. Я не думаю, что Казахстану грозит что-то всерьез, сколько бы там российские отдельные шовинисты не заявляли, что Северный Казахстан наш и так далее. Пусть попробуют поспорить с китайцами на эту тему. Ой, ну тут веселый, конечно, чат. Приезжайте, Алексей, пишут. Да, так приезжайте, так Да. вообще. С Ну, удовольствием Донецк. приеду. Да, с удовольствием приеду, только надо что-то сделать с уголовным делом, возбужденным в ДНР против меня за экстремизм, терроризм и так далее. Это да. Главное, как и в Питер, я бы с удовольствием приехал и вообще в Россию, но и в Крым бы, но тоже надо делать что-то уголовными делами. И в Минск бы я приехал, но там у Генпрокуратуры уголовное дело за терроризм. И вообще, заметьте, пока все другие болтают, там Дугин и Сурковы всякие об объединении славян, я единственный, кто их объединил. Они все позаводили против меня уголовные дела. Причем высшего разряда по самым тяжелым статьям на уровне Генеральной прокуратуры. Да, да, Ну, вот, поэтому пока другие болтают, я объединяю славян делом. Союз нерушимый республик свободных сплотился против Арестовича. Все да. позаводили Три сестры уголовные. против Да, Арестовича, все да. уголовные дела. Девочки, не ссорьтесь. Единственное, что мне остается им ответить. Никита, что означают помилования политзаключенных в Беларуси? В чем выгода для США? Может, выгодно Трампу для урегуляции мнений левых? Ну, правда, Да, странно этот. да ничего, не, ну просто он всегда, ну вы не понимаете этих дедушек 70-летних. Они про мир, про вот лишь бы не было войны, про то, что надо воевать как-то с разрешения ООН. И обязательно, если ты поехал в диктатуру, то ты должен, если американский посланник, ты должен спасти парочку политзаключенных. Свободу Анджели Дэвис, иначе это не работает. Вот и все. Не ждите, что Тихановский и все остальные станут фактором в политике и что-то там порешают. Освободили людей, слава богу. Дай им Бог здоровья, чтобы живы-здоровы были и в тюрьме не умерли. Уже хорошо. Ой, посадишь Зеленского на пожизненное, сдержишь слово. Если выберете меня, посажу, конечно. Чат Алексея Николаевича. Кстати, я не видел, не знаю, пишет сам Дэн, пользователь, ваш зритель, почему Гордон публикует провокационный ролик о том, что Арестовича убили. Было так? Есть такое? Вроде да, я не смотрел, но говорили, что да. Что скажете по этому поводу? Ничего. Как там это? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не забеременела. Да. На Ой. него там самого покушается, может, он сублимирует таким образом. Отводит чур-чур меня. Да, значит, Алексей, как вы видите дальнейшее взаимоотношение Украины и Узбекистана? Касым Садулаев спрашивает. А у Украины и Узбекистана есть отношения? Конечно, Да. конечно. Я помню еще ну, вот во время уже полномасштабной войны, еще в Киеве, я даже, да, вот там общался с послом, они там Да. пловом кормили, Ну, работали, говорили, погоди, что... я все, что я знаю про Узбекистан, заставляет меня симпатизировать этой стране, этим людям. Давно хочу побывать в Самарканде, посмотреть мавзолей Улугбека, да, и вообще всю эту архитектуру. Но, говорят, Узбекистан выдает, поэтому я туда не Россия, и поэтому я туда не еду. Вот, поэтому остается уже надеяться на те времена, когда уже не будет угрозы, что меня где-нибудь арестуют, куда-нибудь выдадут, и я смогу спокойно прогуляться по Узбекистану. Я знаю, у Мгм. меня есть поклонники в Узбекистане, они мне писали, в том числе среди довольно известных людей. Я их благодарю, еще раз передаю им привет, если они меня смотрят. А Не, очень также хорошие, всему узбекскому народу, да, очень хорошие люди, да. большим удовольствием, да, 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 древняя мудрая нация и народ, и как бы его нельзя не уважать. Владимир Христенко. Алексей выглядит уставшим. Почему? Есть вообще усталость, Алексей Николаевич? От, Просто сегодня перетренировался, простите, слишком не, много физики. от происходящего. Я так понимаю, что вопрос глобальнее, не просто там. Это, ну, как это, помните, в «Гардемаринах», когда беседует юный Александр Белов с полковником тайной канцелярии Василием Ледащевым, которого играет Абдулов. И он говорит: зачем вы так, Василий Федорович? И тот бьет кулаком по столу и кричит: я устал от человеческой подлости и глупости.
Но он кричит это в ярости. А я в усталости говорю. Я устал от человеческой подлости и глупости, да. Ну, в основном глупость. Значит, ну, смотрите, мы не знаем. Тут спрашивают, отбросил ли Израиль с Америкой ядерную программу Ирана, то на какой срок? Потому что мы о ней не знаем. Ее как бы нет и не было. Поэтому тут сложно сказать. Ну, Трамп, говорит, фундаментально отбросил. Ну, верить Трампу в этой ситуации, особенно сейчас, достаточно сложно. Ну, можем сказать, наверное, как-то замедлили все-таки, да. Хотя бы по списку ликвидированных физиков, да, и административных лиц, ответственных за производство этой программы. А вот насколько замедлили, насколько серьезно, это большой вопрос. Давид А, Гендельман сказал очень правильно, что как только операция прекратится, иранская ядерная программа возобновится. Значит, Евгений Емельянов. Когда уже мир? Назовите возможную дату. Мира не будет в ближайшие 10-15 лет. Ого. Нигде в А мире Украина протянет вообще столько-то, не Алексей протянет. Николаевич? Ну, не протянет, конечно. В этом же и вся фишка. Ну, вот смотрите, какой-то мир может быть, там перемирие, там целых 2 года оно может продлиться или 3, а потом все равно опять возобновится. Ой, эти вопросы, конечно, тоже, но мы их не можем не озвучивать. Ну, у вас на канале Ирина Бондаренко пишет в чате: Алексей Николаевич, что именно ожидает Славянск? К чему нам, людям, готовиться? Славянск? Славянск. Ну, надо быть готовым уезжать. Может, не сейчас, но достаточно короткие сроки, несколько месяцев, думаю. Ну, если вы не хотите остаться в городе, в котором будут эти боевые, интенсивные боевые действия. М, Да, ну, тут уже пишут, конечно, зрители у вас благодарные, пишут там, давайте там и петиции соберем, и все на свете. И спасибо вам большое за эту поддержку, потому что, ну, вы знаете, вот мы, люди, ну, такие существа, да, вот всегда же хочется где-то вот там что-то выместить, что-то написать. Учитесь тоже писать хорошие комментарии, это немножко облагораживает, да. Ну, то есть, с чем согласны, с чем там что-то понравилось, похвалите. Это всегда приятно, это всегда здорово. Это создает такую экосистему очень важную. Виктория Мирошниченко, вы уже частично говорили, прогноз по городу Суммы. Осада неизбежна. Осада, но пойдет или не пойдет? Пойдет, не пойдет, неизвестно, но думаю, что если не до осады, то до очень ближних боев за Сумы дойдет. Да уже, собственно говоря, но если в ПИВИ долетают до Сум, то о чем говорить? Тоже ближний бой. Да, друзья, всем, ну вот люди благодарят, вот пишут хороший комментарий. Вот правильно, так и пишите, хороший комментарий. Вот спасибо большое. Остроумная у вас аудитория, тут я просто в вашем чате сейчас, да, Не, ну, с вопросами. у людей хватает юмора, это самое главное в любой ситуации. Да, ну, у меня такая очень такая хлесткая, языкатая такая. Ух, у вас больше так немножко по-другому. И это прекрасно, друзья, что вот мы сейчас в прямом эфире на 2 канала, и по понедельникам выходим в эфир, общаемся с вами. 39 тысяч плюс Алексей Николаевич, у меня 24, ну там, под 25. Важно поставить лайки, потому что, понятное дело, да, каналы поджаты государством, поджатые алгоритмами. Ну, каналы это бог с ним, мы найдемся. Телеграм-канал Алексея Николаевича, школа личностного роста и школа мысли, да, как мыслить. Непосредственно телеграм-канал Шелест. Переходите, будем ближе, ничего не пропустите. Алексей Николаевич, очень благодарен вам за время и мысли. Спасибо взаимно. Берегите себя, всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.